Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свою небольшую коллекцию капотных грузовых автомобилей марки МАЗ и ЕАЗ в масштабе 1:43. У меня этих грузовичков не так много в коллекции, преимущественно МАЗы я собираю более современные. Это 500-е семейство, дальнейшее развитие, супермазы 5432, 6422 и так далее. На многие модели я уже делал видеообзоры, поэтому кто не видел старые видеоролики, можете поискать их на моем канале. Но по просьбам зрителей показать все капотники в одном видео, эти модели я отыскал. Сегодня мы на них посмотрим и вспомним, какие модели выпускала Кострома. И самый первый МАЗ от автоистории. Мы начнем с наиболее примитивных моделей и перейдем к более детализированным изделиям в коробочках Startskill Models. Это масштабная копия в очень необычном темно-синем цвете. И подобных грузовиков вживую я никогда не видел, во всяком случае в такой схеме окраски, но если посмотреть фотографии в интернете, то встречаются синие машины, но скорее всего это уже современный отреставрированный перекрас, который используют для различных мероприятий. И у автоистории такой МАЗ предлагался в 3 вариантах окраски. Если мне не изменяет память, машина синего цвета, также был оранжевый грузовик, и 3-я модель была с зеленой кабиной и серым кузовом, наиболее удачная. И, кстати, 3-го варианта сейчас практически не встретишь в продаже. Но это не удивительно, потому что такие пестрые цвета мало кто захочет приобретать в свою коллекцию. И эту модель я приобрел совершенно случайно. На нее была акция в одном крупном российском модельном магазине, и, по-моему, этот грузовик мне обошелся в 500 рублей. Сейчас посмотрел, такие МАЗы продают за 1250, и в наличии есть синий и оранжевый вариант. И также подобный МАЗ выпускался под брендом Startskill Models темно-зеленого цвета, и грузовик намного детализированней, чем эта масштабная копия, но уже не стал покупать более дорогостоящий вариант в свою коллекцию. У этого грузовичка из металла только кабина, пластиковый кузов, пластиковая рама и навесные детали. Вполне хорошие колесные диски со сквозными отверстиями, более-менее нормальная резина, но, конечно, она без боковой маркировки, и на многие модели я ставил харьковские покрышки Ultra Grip, но потом их демонтировал и поставил на иностранные грузовики, потому что они подходят по дизайну. Вот так выглядит ходовая часть. Присутствует запаска, топливный бак. Также есть нижняя часть двигателя, но она не окрашена, и выхлопная труба отлита единым целым с рамой. Задние фонари из прозрачного пластика, борт не откидывается и отсутствуют регистрационные номерные знаки. И у меня в планах было поставить номера из фототравления от студии Microdizine, но пока что не нашел дублеров, которые можно наклеить на задний борт. Интерьер кабины из черного пластика, окрашенного в массе, дверные ручки и поручни отлиты одним целым с кабиной грузовика и вполне ажурные черные пластиковые дворники. Также присутствует зеркало заднего вида, и зеркальце здесь никак не обозначено. Можете вырезать кружочек из фольги, можете серебристой краской нанести небольшую точечку, которая будет имитировать поверхность зеркала. И также зубры здесь обозначили серебристой краской. Вторая масштабная копия у меня из серии «Наши грузовики» номер 9. Этот выпуск продавали в России за 999 рублей. И точно такой же пожарный автомобиль выходил в рамках журнальной серии «Автолегенды. Грузовики». И там модель тоже продавалась за 999 рублей. Отличия были не сильные, отсутствовали номера на кабине. И также колесные диски были черного цвета, а здесь они окрашены красной краской. И это не самая удачная масштабная копия, даже с учетом ее невысокой цены. Во-первых, надстройка изготовлена довольно примитивно, она не функциональна, и все из пластика, окрашенного в массе. И можно было покрасить платформу красной краской, тогда она смотрелась бы более привлекательно. И подобный МАЗ также выходил в наборе для самостоятельной сборки AVD Models. Там была металлическая рама, металлическая кабина
и надстройка из полимера, но преимущество набора в том, что вы могли сделать функциональную установку, и детализация надстройки была лучше, чем у этого изделия. И эту масштабную копию я выиграл на одном мероприятии, поэтому особо к ней придираться не стану, но за деньги в свою коллекцию я бы ее не приобрел. Задние фонари просто нарисованы красной краской, есть цепное устройство, точно такая же пластиковая рама, точно такой же глушитель, отлитый одним целым с рамой грузовика, и виднеется запасное колесо. Дверные ручки здесь уже обозначили серебристой краской и также окрасили серебристой краской стеклоочистители. А плашка сидений и панели приборов точно такая же, как на синем бортовом грузовике. Далее давайте рассмотрим сидельный тягач МАЗ-200. И у меня эта модель с полуприцепом на Ми. И у Автоистории такой сидельный тягач продавался как отдельно, так и в наборах с полуприцепами. И свою модель я покупал в отдельном виде. И у Автоистории еще продавался серый вариант, но мне больше понравился вот такой песочный. Давайте быстро покажу, как выглядит сам полуприцеп. Тоже очень симпатичная масштабная копия. Она довольно легкая, несмотря на то, что основание здесь металлическое, а конструкция сделана из пластика. Покрышки я уже поставил от Maestro Models. Вполне хорошие задние фонари. Есть имитация светоотражающих треугольничков, но никак не обозначены сами элементы. Так выглядит нижняя часть полуприцепа. И вот так он выглядит с другого ракурса. И сюда можно докупить набор из плит. Тоже делает одна мастерская, SMU-23, если мне не изменяет память. И у меня была одна плита, но, к сожалению, она поломалась, потому что ее неправильно взяли в руки, когда я демонстрировал масштабную копию. И на замену я пока что ничего не приобрел. И сам сидельный тягач. У него тоже пластиковая рама, но детализация кабины здесь уже получше. И как раз вы можете увидеть отдельные дверные ручки, поручни, и верхняя часть кабины изготовлена из пластика. Интересное технологическое решение, и трудно сказать, зачем сделали такой вариант. Интерьер тоже из черного пластика, опять же заменил покрышки на вариант от Maestro Models. И задние покрышки можно вынуть. Я их не вклеивал, и изначально с завода покрышки были приклеены к нижней части кожуха. Вполне хорошие колесные диски. И на этот вариант я установил регистрационные номерные знаки от студии Microdesign. Также прозрачные фары. Поворотнички, по-моему, я уже сам обозначал серебристой краской. Изначально они были черного цвета. Также рабочее седло. Два топливных бака. И вот так выглядит нижняя часть. Здесь уже глушитель сделали отдельной деталью. И также лучше проработана передняя балка. Она со сквозными отверстиями. А на предыдущих моделях она была одно целое вместе с рамой грузовика. И, кстати, к этому грузовику можно поставить другие полуприцепы, например, бортовой зеленого цвета от Автоистории, и у них продавались эти полуприцепы тоже в наборах с сидельными тягачами МАЗ-200В и также более современный МАЗ-5432, но к нему, на мой взгляд, этот полуприцеп не очень подходит. Покрышки тоже от Maestro Models. Вот так выглядит нижняя часть, пластиковая рама. И точно такой же полуприцеп, только в другой схеме окраски, продавался в коробочках Start-Scale Models. И не стал его покупать, потому что отличий практически не было. И, по-моему, у SSM тоже была пластиковая рама. И можно установить этот полуприцеп
на седло тягача. Тоже смотрится очень симпатично. И я видел, многие коллекционеры покупали два таких полуприцепа и делали небольшой автопоезд. Но опять же, тогда вам нужно искать подкатную тележку. И такой элемент продавали в виде набора для самостоятельной сборки. И это была мастерская Max Models, если мне не изменяет память. И могу вам показать еще один полуприцеп, который можно использовать с данным сидельным тягачом. Самосвальный, правда, уже поставил на него более современные покрышки ID304. Изначально здесь была точно такая же резина, как на сидельном тягаче МАЗ. Подъемный кузов. Также откидывается задний борт. Довольно легкая модель, но я думаю, она не совсем подходит данному сидельному тягачу, потому что грузовик получается не совсем пропорциональный, хотя это дело вкуса. И давайте покажу вам еще один сидельный тягач из моей коллекции, только марки ЯАЗ. Очень симпатичная масштабная копия. И в свое время я не взял вариант от SSM, он был темно-зеленого цвета, и, кстати, вариант Start Scale Models продавался одно время с хорошей скидкой. И об этом жалею, потому что у этой масштабной копии пластиковая рама, а у SSM она сделана из металла. Но не стал брать первый вариант, потому что он был окрашен в темно-зеленый цвет и уже наелся зелеными моделями. И если собирать советскую технику, то преимущественно она зеленого цвета, и на полке получается огромное зеленое пятно. Поэтому хотел какого-то разнообразия. Тоже вполне симпатичная схема окраски. Опять же, интерьер из черного неокрашенного пластика, на капоте присутствует серебристый мишка. На этот вариант я поставил номерные знаки. Рабочее седло. И вот так выглядит низ тягача. И с этим сидельным тягачом я использую полуприцеп тяжеловоз ЧМЗ АП. Эту модель я тоже покупал в виде отдельного элемента, но полуприцеп также встречался в наборах с сидельными тягачами марки Крас. Это довольно тяжелая модель, потому что платформа изготовлена из металла. И у меня два таких полуприцепа. На одном я делал рабочую балансирную тележку. Тоже можно выдвинуть опоры. И сюда можно поставить какую-то гусеничную технику. И, кстати, этот полуприцеп по цвету подходит к сидельному тягачу. Или можно поставить на платформу МАЗ-200. И давайте покажу вам масштабные копии от производителя Start Scale Models. Классический бортовой ЯАЗ 210 в темно-зеленом цвете. Это одна из моих последних моделей именно марки ЯАЗ. И ее в коллекцию я покупал с хорошей скидкой. Была акция на эти грузовики. И второй вариант тоже продавался со скидкой, но он был синего цвета и борта были как будто не окрашенные. Но мне больше понравился зеленый. Несмотря на то, что, опять же, зеленых грузовиков в моей коллекции очень много. Здесь уже окрашены сиденья, отлично детализирована кабина. Колесные диски тоже окрасили черной глянцевой краской. Огромный кузов. И это, пожалуй, самый крупный ЯАЗ в моей коллекции. Большой зеленый крокодил. И покажу вам самую, на мой взгляд, красивую и нарядную масштабную копию. Это самосвал ЯАЗ 210Е. Эта машина очень тяжелая, потому что у нее из металла еще кузов. И на этот самосвал я поставил покрышки от Maestro Models. И такой самосвал у SSM предлагался также в кирпичном цвете. И был зеленый грузовик, но мне больше понравился серый вариант. Кузов поднимается. Отлично проработан подъемный механизм.
И, возможно, на этот грузовик я еще добавлю регистрационные номерные знаки. Но, опять же, нужно найти набор декалей для дублеров на борта. Пока что не видел их в продаже в тех местах, где я обычно покупаю масштабные копии. Вот такое небольшое собрание капотных грузовых автомобилей марки ЯЗ и МАЗ. Пишите в комментариях, какая масштабная копия вам понравилась больше всего. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладывают видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Увидимся в следующих видеообзорах.